В больнице, где уважение должно быть основой заботы, одна чернокожая медсестра молча терпит жестокость высокомерного врача, пока тихий пациент не раскрывает свою истинную личность, меняя ситуацию так, как никто не мог предвидеть. Восторжествует ли, наконец, справедливость? Продолжайте смотреть, чтобы узнать шокирующую правду. Давайте начнем. В больнице Святого Винсента было раннее утро, и медсестра Анджела уже старательно выполняла свои обычные обязанности. Анджела всегда была известна своей теплой улыбкой и нежными прикосновениями. Пациенты любили ее, и даже коллеги восхищались ею, хотя некоторые никогда не показывали этого открыто. Она упорно трудилась, чтобы добиться того, чего добилась, но сегодня чувствовала себя по-другому. Как только она закончила принимать своего первого пациента, в палату вошел доктор Чарльз. Он был высоким, с четкими чертами лица и голосом, в котором, казалось, всегда чувствовалось превосходство. Доктор Чарльз проработал в больнице много лет и имел репутацию высокомерного человека, особенно с теми, кого считал ниже себя. К сожалению, Анджеле часто приходилось выслушивать от него резкие замечания. Сегодняшний день не стал исключением. Доктор Чарльз взглянул на Анджелу так, словно она была невидимкой, прежде чем сосредоточиться на пациенте мистере Андерсоне, который только что поступил, пожилом мужчине, спокойно сидевшем на смотровом столе. С момента прибытия он почти не разговаривал, его глаза молча следили за происходящим, как будто он внимательно прислушивался к тому, что происходит вокруг него. Анджела быстро приготовила необходимые инструменты, но когда она протянула стетоскоп, доктор Чарльз нахмурился. «В самом деле, сестра Анджела, не могли бы вы быть помедленнее?» Его голос звучал строго, достаточно громко, чтобы мистер Андерсон мог его услышать. Анджеле стало не по себе, но она сохраняла невозмутимое выражение лица. «Извините, доктор, в следующий раз я буду быстрее», — ответила Анджела ровным голосом. Она привыкла к такому обращению, но легче никогда не становилось. Ее сердце бешено заколотилось, когда она почувствовала, как краска смущения бросилась ей в лицо, но она отказалась показать свою слабость. Доктор Чарльз еще не закончил. Осматривая мистера Андерсона, он продолжал критиковать Анджелу, находя недостатки там, где их не было. «Вы уже должны знать эти основные процедуры. Я не знаю, как ты собираешься идти в ногу со временем, если даже не можешь правильно обращаться с инструментами». Анджела опустила голову, прикусив губу, чтобы сдержать навернувшиеся на глаза слезы. В комнате стало холоднее, и тяжесть слов доктора Чарльза давила на нее, но она не хотела устраивать сцену, ни здесь, ни на глазах у пациента. Тем временем мистер Андерсон хранил молчание, внимательно наблюдая за происходящим. Он не произнес ни слова, но что-то в том, как он сидел, спокойный и наблюдательный, заставило Анджелу задуматься, о чем он думает. Почему он молчал? Был ли он согласен с доктором Чарльзом или молча осуждал его поведение? Доктор Чарльз закончил осмотр и, не сказав больше ни слова, вышел из палаты, предоставив Анджеле убирать за собой. Дверь за ним со щелчком закрылась, и на мгновение остался только звук убираемого медицинского оборудования. Анджела не знала, стоит ли ей что-то сказать или просто продолжать работать в тишине. Как только она потянулась за планшетом, появился мистер Андерсон. Андерсон прочистил горло. Анджела замерла, ожидая очередного замечания о своей работе. Вместо этого мистер Андерсон посмотрел на нее с нежностью. «Вы отлично поработали, медсестра. Не позволяй ему задевать себя». Анджела моргнула, удивленная внезапной добротой. Нечасто пациентка вступалась за нее, особенно после того, как врач так публично унизил ее. Она слегка улыбнулась мистеру Андерсону, благодарная за его слова. «Спасибо», — тихо произнесла Анджела, все еще гадая, кем на самом деле был этот человек. Она вышла из комнаты, ее мысли путались.
Она и не подозревала, что молчание мистера Андерсона обладало большей властью, чем кто-либо мог себе представить. День шел своим чередом, но Анджеле от этого легче не становилось. Доктор Чарльз, казалось, был полон решимости сделать ее жизнь невыносимой, ужасной. Каждый раз, когда она заходила с ним в комнату, его резкие комментарии следовали за ней как тени, от которых она не могла убежать. Его тон всегда был пренебрежительным, как будто она была не более чем помехой. Анджела не поднимала головы, сосредоточившись на своих задачах, хотя каждое его слово было как удар ножа. Вскоре мистеру Андерсону понадобилось еще одно обследование. Анджела подготовила комнату, убедилась, что все на месте, перепроверила оборудование, чтобы не допустить ошибок. Она хотела избежать очередной порции едкой критики со стороны доктора Чарльза, особенно в присутствии пациента. Доктор Чарльз вошел в палату со своим обычным высокомерным видом, взглянув на Анджелу так, словно она едва ли стоила его времени. «Анджела, почему ты всегда такая медлительная?» Он сорвался, хотя все было устроено идеально. «Это не так уж сложно. Я не понимаю, почему вы не можете сделать даже самые простые вещи правильно». Анджела закусила губу. Ее руки слегка дрожали, когда она протягивала ему папку. «Все готово, доктор». Но доктор Чарльз еще не закончил. Он посмотрел на мистера Андерсона и, усмехнувшись, указал на него. «Анджела, в наши дни трудно найти хорошую помощницу. Казалось бы, человек с таким опытом, как у нее, должен стремиться проявить себя». Анджела почувствовала, как у нее сдавила грудь, но она не позволила доктору Чарльзу увидеть ее слезы. Она уже сталкивалась с подобным лечением раньше, но то, как он высмеивал не только ее способности, но и саму ее личность, потрясло ее больше, чем обычно. Тем временем мистер Андерсон, тихо сидя на смотровом столе, наблюдал за происходящим. Его лицо оставалось спокойным, но глаза слегка сузились при словах доктора Чарльза. Он тихо откашлялся и спросил: «Чарльз, как долго вы работаете в этой больнице?» Вопрос казался достаточно невинным, но в тоне мистера Андерсона было что-то такое, что заставило Анджелу и доктора Чарльза замереть. Доктор Чарльз приподнял бровь, слегка озадаченный вопросом. «О, я здесь уже много лет. Я видел, как растет это место, и приложил свою руку к его созданию. Почему вы спрашиваете?» Мистер Андерсон небрежно пожал плечами, как будто в вопросе не было ничего особенного, просто любопытно. Важно знать, как здесь все устроено. Анджела взглянула на мистера Андерсона, озадаченная его вопросом. Почему его так интересовала роль доктора Чарльза в больнице? И почему он казался таким спокойным, даже когда был свидетелем того, как доктор унижал ее? Доктор Чарльз, не подозревая о каком-либо более глубоком смысле, скрытом за этим вопросом, выпятил грудь, явно гордясь своим положением. «Да, я полагаю, что оказал на нее довольно большое влияние. У нас здесь напряженная работа». Мистер Андерсон задумчиво кивнул, но больше ничего не сказал. Анджела не могла отделаться от ощущения, что мистер Андерсон знает больше, чем говорит. В его спокойном поведении, в его осторожных вопросах было что-то необычное. Почему его так волновало, как доктор Чарльз обращался с ней? Почему он, казалось, уделял ей такое пристальное внимание? Остаток осмотра продолжался в неловком молчании, а доктор Чарльз при каждом удобном случае отпускал язвительные замечания. Анджела держала свои эмоции под замком, как она научилась это делать, но внутри нее нарастала боль. Она задавалась вопросом, как долго сможет выносить такое обращение. Тем не менее, она оставалась профессионалом, несмотря на то, что слова доктора Чарльза тяжело давили на ее плечи. Когда визит закончился и доктор Чарльз вышел из палаты, мистер Андерсон задержался на мгновение, провожая взглядом уходящего доктора. Затем он повернулся к Анджеле и сказал: «Ты сильнее, чем он думает.
Не позволяй ему заставить себя забыть об этом». Анджела моргнула в очередной раз, удивленная молчаливой поддержкой мистера Андерсона. Она тихо поблагодарила его, а в голове у нее роились вопросы. Кто был этот мужчина? Почему он так сильно заботился о ней? Что-то в нем было не совсем так, и Анджела не могла не задаться вопросом, не было ли в нем чего-то большего, чем казалось на первый взгляд. В следующий раз, когда доктор Чарльз и Анджела вошли в палату мистера Андерсона, Анджела почувствовала это. Что-то изменилось в том, как мистер Андерсон смотрел на доктора Чарльза, и теперь его вопросы казались более прямыми, более целенаправленными. «Итак, доктор Чарльз», — начал мистер Андерсон спокойным, но твердым голосом, «я заметил, что вы кажетесь суровым со своим персоналом, особенно с медсестрой Анджелой». Он указал на Анджелу, которая напряглась при упоминании своего имени. Доктор Чарльз, явно застигнутый врасплох, бросил пренебрежительный взгляд на Анджелу, прежде чем ответить. «У меня высокие стандарты, мистер Андерсон. Я ожидаю, что мои сотрудники будут компетентны и расторопны. Моя работа — следить за тем, чтобы они соответствовали этим стандартам». Мистер Андерсон приподнял бровь. «И вы не находите, что, унижая их перед пациентами, они улучшают свои показатели?» Сердце Анджелы екнуло. Она никогда не видела, чтобы кто-то так открыто задавал вопросы доктору Чарльзу, тем более пациент. Доктор Чарльз, с другой стороны, казался взволнованным. Он усмехнулся, пытаясь отмахнуться от этого, как от шутки. «Что ж, мистер Андерсон, иногда необходима жесткая любовь. Жесткая любовь», — тихо повторил мистер Андерсон, слегка прищурив глаза. «Интересно, все ли в этой больнице так думают?» Доктор Чарльз начал терять самообладание. Он пренебрежительно махнул рукой. «Я занимаюсь этим уже много лет. Я знаю, что делаю. Вам не нужно беспокоиться о том, как я веду дела». В этот момент дверь открылась, и доктор В. В палату вошел Рейнольдс, главный врач больницы. Анджела не ожидала увидеть его здесь, и, судя по выражению лица доктора Чарльза, он тоже не ожидал. Доктор Рейнольдс, мужчина с многолетним стажем, подошел прямо к мистеру Андерсону и поприветствовал его улыбкой. «Мистер Андерсон, рад снова видеть вас, сэр. Надеюсь, вы остались довольны». Зал замер. Глаза Анджелы расширились от шока. «Сэр», ее взгляд метнулся к мистеру Андерсону, который ответил на приветствие доктора Рейнольдса легким кивком. Доктор Чарльз, заметно побледнев, недоверчиво уставился на мистера Андерсона. «Сэр», — повторил он, — «подождите, кто такой мистер Андерсон?» Доктор Рейнольдс бросил на доктора Чарльза взгляд, который ясно давал понять, что он должен был знать. «Мистер Андерсон — один из крупнейших благотворителей больницы», доктор Рейнольдс объяснил. «Он во многом помог создать то, чем является эта больница сегодня. Мы многим ему обязаны». Мысли Анджелы метались. Тихий, непритязательный мужчина, которого она осматривала весь день, был необычным пациентом. Он был одним из самых влиятельных людей, связанных с больницей, и все это время доктор Чарльз обращался с ним как с обычным пациентом, унижая ее у него на глазах. Доктор Чарльз запнулся на полуслове, пытаясь взять себя в руки. «Я не знал, мистер Андерсон, даже если бы знал». Но мистер Андерсон поднял руку, прерывая его. «Дело не в том, что вы знаете, доктор Чарльз. Все дело в том, как вы относитесь к людям, независимо от того, думаете ли вы, что кто-то наблюдает за вами или нет». Доктор Чарльз застыл на месте, пытаясь найти слова, которые могли бы исправить ситуацию, но Анджела видела это по его глазам. Он знал, что уже слишком поздно. Правда о его высокомерии открылась тому, кто обладал гораздо большей властью, чем он ожидал. Однако доктор Чарльз уже не был таким уверенным и надменным, как прежде. Его лицо побледнело, а на лбу выступили капельки пота. Он открыл рот, пытаясь прийти в себя. «Мистер Андерсон, я понятия не имел.
Если бы я знал, кто вы, я бы так и сделал». Мистер Андерсон поднял руку, призывая его остановиться. «В этом-то и проблема, доктор Чарльз. Вам не обязательно знать, кто такой человек, чтобы относиться к нему с уважением. Ваш персонал, включая сиделку Анджелу, заслуживает лучшего». Доктор Чарльз неловко поежился, его обычное высокомерие рассыпалось под тяжестью страха. Он бросил быстрый взгляд на Анджелу, которая стояла молча, сохраняя твердую осанку, несмотря на смятение в груди. Она не могла поверить в то, чему стала свидетельницей. Все годы жестокого обращения и принижения были раскрыты перед тем, кто действительно мог что-то изменить. «Уверяю вас», — продолжал доктор Чарльз дрожащим голосом, «все это просто недоразумение. Я возлагаю большие надежды на людей, которые работают со мной, но я никогда не хотел причинить им вреда». «Довольно?» — прервал его мистер Андерсон. «Я наблюдал за вами весь день, доктор Чарльз, и увидел более чем достаточно. Я пришла сюда не просто как пациентка, но как человек, которому не безразлично, как работает эта больница и как относятся к людям, которые здесь работают». Сердце Анджелы учащенно забилось, когда мистер Андерсон повернулся к ней. Выражение его лица смягчилось. «Анджела», — сказал он, — «ты проявила невероятный профессионализм и изящество в трудную минуту. Я видела, как вы достойно переносите несправедливое обращение, и это то, чем я восхищаюсь». Анджела моргнула. Она никак не ожидала, что ее заметит, тем более такой могущественный человек, как мистер Андерсон. Она всегда делала все, что в ее силах, независимо от обстоятельств, но то, что это было признано таким образом, было ошеломляюще. Доктор Чарльз, с другой стороны, был на грани паники. Он сделал шаг вперед в отчаянии, повысив голос. «Пожалуйста, мистер Андерсон, я могу объяснить. Я не такой. Я нахожусь под большим давлением, и иногда это проявляется так, как я не хотел. Я могу все исправить, клянусь». Но мистер Андерсон был непреклонен. «Доктор Чарльз, у вас был шанс показать, кто вы такой, и вы показали достаточно. Эта больница может процветать только в том случае, если ее персонал уважают и ценят, а вы доказали, что не подходите на руководящую роль в этом отношении». Итак, все ждали мистера Андерсон приняла окончательное решение, задаваясь вопросом, какие последствия будут для высокомерного доктора и что это будет означать для будущего Анджелы. Мистер Андерсон повернулся к доктору Рейнольдсу, который до сих пор хранил молчание. «Доктор Рейнольдс», — сказал мистер Андерсон, — «я хочу прояснить, что такое поведение недопустимо ни в одном учреждении, особенно в том, которое должно заботиться о людях. Доктор Чарльз не проявил элементарной порядочности и уважения, требуемое от человека в его положении». Доктор Рейнольдс торжественно кивнул. «Вы абсолютно правы, мистер Андерсон. Мы немедленно примем меры». Взгляд мистера Андерсона смягчился, когда он снова посмотрел на Анджелу. «Сестра Анджела, я видел, как вы сегодня держались с необыкновенным изяществом. Вы подвергались жестокому обращению, но никогда не отступали от своих обязанностей. Для меня очевидно, что вы воплощаете истинное понимание того, что значит заботиться о других. Такие люди, как вы, делают эту больницу замечательной». Глаза Анджелы наполнились слезами, но она смахнула их, все еще слишком потрясенная, чтобы говорить. Мистер Андерсон продолжил. «Я требую не только этого. Доктор Чарльз будет отстранен от должности, но я также рекомендую предложить вам повышение. Кроме того, я лично выделю вам стипендию для продолжения учебы и продвижения по службе». Лицо доктора Чарльза побледнело, когда доктор Рейнольдс шагнул вперед. «Доктор Чарльз, с этого момента вы освобождаетесь от своих обязанностей. Вы больше не будете занимать здесь свою должность, и мы начнем процесс пересмотра ваших действий. Мы не можем позволить, чтобы такое поведение продолжалось». Доктор Чарльз запинался, пытаясь подобрать слова, но ничего не получалось. Его карьера была построена на его высокомерии и авторитете.
и теперь она рушилась у него на глазах. Он слегка осунулся, потерпев поражение. Анджела, все еще переживавшая вихрь событий, наконец обрела дар речи. «Спасибо вам, мистер Андерсон», — тихо произнесла она, и в ее голосе прозвучала благодарность. «Я всегда хотел сделать все, что в моих силах для здешних пациентов». «И вы сделали», — ответил мистер Андерсон. «Вы сделали больше, чем это». Когда доктор Чарльз молча покинул палату, его судьба была решена, Анджела не могла не почувствовать облегчения. Справедливость восторжествовала не только для нее, но и для всех, кто пострадал от его жестокого обращения. Она стойко выдержала все это, и теперь ее преданность делу была оценена так, как она и представить себе не могла. Анджела вышла из комнаты с высоко поднятой головой, зная, что осталась верна себе и что в конце концов доброта и честность восторжествовали над жестокостью. Впервые за долгое время она почувствовала надежду на будущее, в котором она продолжит расти и помогать другим, как делала всегда. Если вам понравилась эта история и вы хотите еще больше трогательных, захватывающих историй, наполненных неожиданными поворотами, не пропустите. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы быть в курсе всех последних событий и не пропустить новые видео.